Здорово, бродящий YouTube, ты на канале Salsa Gamer, канал об анонсах игр, игровых гайдах, немного музыки и танцев. Спасибо тебе, если ты посетил нас второй раз. Мы ценим твои лайки, читаем все комментарии и всегда готовим для тебя что-то новенькое и интересное. Сегодня мы тебе расскажем об игре Стражи Галактики, которая вызвала бурю недоумения среди геймеров. Хочешь узнать больше? Потрать на это видео пару минут. И не забывай прожать лайк и подписку, если ты еще этого не сделал. И специально для тебя у нас есть подборка анонсов экшенов. Жми по ссылке сверху, не стесняйся, там годнота. А мы поехали. Square Enix решил наступить на те же грабли и после провальных Мстителей решил запилить еще один проект по вселенной Marvel. После того, как Мстители практически пустили разработчика по миру, теперь выходит еще одна игра, которая может стать для него фатальной. Ёбаный в рот, да как так-то? Единственное разумное объяснение, почему выходит игра, это контракт с Marvel, по которому разработчик обязан выпустить минимум 2 игры. И как в случае с Мстюнами, игра сильно запоздала. Кто, кроме фанатов Marvel, помнит о Стражах Галактики? Назови имя! Питер Квилл! Чувак, остынь! Пошел! Куда? Ронан тебя лично допросит. Эй, может, ты меня знаешь под другим именем? Звездный лорд. Кто? Ну, Звездный лорд, бандит типа Гроза Галактики. Запуск Мстителей показал, что не особо, потому что с выпуском к заключительному фильму не успели, а когда она вышла уже общей геймерской массе, эта гринделка была неинтересна. А Стражи вышли аж в 2017 году в кинотеатре. Кстати, тогда же вышла игра от Telltales. И не сказать, что людям она понравилась. Хотя это больше было связано с тем, что от новелл с тяжелым выбором, как в Бэтмен в 2 частях, как в знаменитой истории про Волка, а с шутками и прибаутками интерактивное кино людям не понравилось. То есть разработчики сменили немного стиль повествования, и это послужило причиной, что игра прежним поклонникам студии не зашла. Что же известно о новом игровом проекте? Материал взят из статей журналистов, которые побывали на закрытом показе игры сразу после анонса на E3. Только вслушайся. Things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. И тут понеслось. Это будет одиночный приключенческий экшен от третьего лица с упором на сюжет, а еще на юмор Стражей Галактики и отличную музыку. Разработкой занимается канадская студия Eidos Montreal, та самая, от которой фанаты последних Deus Ex давно ждут уже 3-ю часть серии. Игра будет полностью одиночной, и играть придется только за Звездного Лорда. Разработчики решили по-своему подойти к внешности персонажей. Питер Квилл – невыросший ребенок, украденный из земли в 80-х, поэтому ему досталась прическа из 80-х, а также яркая куртка со значками. У Грута на плече будет место для ракеты, с которой дерзкий енот будет вести огонь по врагам. А у ракеты на подбородке есть значок в виде Грута. Это должно подчеркивать долгую дружбу между персонажами. О обликах Гамора и Дракса ничего не сообщили. Кампания уже, как говорилось, будет одиночной. Сюжет будет предопределен и будет несколько решений по ходу игры. Но концовка будет одна, и она, как говорят разработчики, приведет всех в восторг. История будет оригинальной, но опираться на фильмы и комиксы об Стражах Галактики. И в том, что Галактика повиснет на краю гибели, будет совсем не виноват Звездный Лорд. Вот совсем не виноват. В игре будет множество локаций, даже на корабле дадут погонять, но, увы, лететь придется строго по сюжету, а не куда захочешь. Куда рванем? В закрытой демонстрации геймплея игры было показано, что игроку разрешат принимать решения в ходе, например, спора 2 союзников, встав на сторону одного из них. Показали эпизод, где герои оказались перед пропастью,
пересечь который можно только по спрятанному мосту. Дракс хватает енота за шкирку и готовится перебросить на ту сторону, чтобы тот помог команде перебраться. Еноту это не нравится, а нам нужно принять решение: остановить Дракса или все же позволить ему швырнуть бедолагу. В показанном ролике игрок выбрал второй вариант, и в углу появилась красная надпись: «Енот в бешенстве из-за вашего решения». Так что подведем итог. В течение игры можно принимать решения, которые повлияют на игровой процесс, но на концовку это не повлияет. Что до экшена, то в игре обещают полный набор экипировки Питера Квилла. Он сможет летать на своих реактивных ботинках, сражаться в рукопашную, а также расстреливать врага из 2 бластеров, при этом либо выделывая пируэты в воздухе или в подкате. Также продемонстрировали ульту Квилла, когда он летает и поливает всех огнем из своих бластеров. Звездный лорд, лидер Стражей Галактики. Эй, просто хочу напомнить, это мой корабль. Я здесь главный. И в процессе боя он будет отдавать приказы своим соратникам. Он может приказать Груту связать врага корнями особо шустрого врага, или броситься в рукопашную атаку Драксу, который с радостью начнет молотить противнику своими стальными кулаками. После отдачи команды у союзника наступает локдаун на 15 секунд. В процессе боя весь отряд будет получать опыт. Будет ли он общим для всех или каждый будет получать его отдельно, непонятно. Что за предметы выпадают из поверженных врагов, тоже пока не ясно. Также не показали, что будет происходить с повышением уровня персонажа. И это пока все, что удалось выяснить об игре. Релиз Marvel's Guardians of the Galaxy состоится 26 октября на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox One. За предзаказ дадут набор костюмов. Енота Ракеты, к примеру, можно будет одеть в черный деловой костюм, а покупатели издания Cosmic Deluxe Edition получат помимо игры Steelbook, мини-артбук, цифровой оригинальный саундтрек к играм и 2 костюма для Звездного Лорда. И это все, что мы хотели вам рассказать на данный момент. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока и не бомби по пустякам.